Здесь государство дарит деньги на свадьбу, а бензин стоит дешевле воды. Здесь можно взять беспроцентный заем, а часть долга потом просто простят. Звучит нереально? А теперь представьте, что в этой же стране человек получает 5 лет тюрьмы за неугодный комментарий в соцсетях, что 70% населения – бесправная обслуга, которая никогда не станет частью этого рая, и что вся эта роскошь стоит лишь на одном единственном фундаменте, который когда-нибудь закончится. Это Кувейт. Страна, где сказочное богатство сочетается с политической несвободой и жестким разделением людей на своих и обслуживающих. Давайте для начала поймем, что же за страна это такая. Кувейт – это крошечное государство, зажатое между Ираком и Саудовской Аравией. По размеру чуть больше Калининградской области, сопоставимо с американским штатом Нью-Джерси или китайским городом Пекин. Население около 5 миллионов человек. Сухая, плоская пустыня без единого постоянного водоема, где высшая точка 290 метров над уровнем моря. Летом несусветное жарище, когда температура переваливает за 50 градусов. Настолько жарко, что День независимости пришлось перенести с июня на февраль, иначе на праздник просто никто бы не пришел. И вот на этом клочке выжженной земли находится почти 6% мировых запасов нефти – 101 миллиард баррелей. Кувейт входит в число 10 ведущих мировых производителей нефти, и вся эта нефтяная отрасль целиком принадлежит государству. Ее окончательно смогли забрать, или выкупить у англичан только спустя 14 лет после обретения независимости, и с тех пор каждый баррель работает на государственную казну. Валюта Кувейта, кувейтский динар, самая дорогая валюта в мире. 1 динар стоит дороже доллара, дороже евро и дороже фунта. Кувейтские граждане входят в число самых обеспеченных жителей планеты по уровню дохода на человека. Но тут-то и начинается самое интересное. Из 5 миллионов жителей Кувейта гражданами являются только около 1,5 миллиона. Остальные 70% – экспаты, гастарбайтеры и приезжие. Это индийцы, пакистанцы, бангладешцы, непальцы, филиппинцы, индонезийцы, египтяне и иракцы. Они строят дома, готовят еду, убирают улицы, лечат людей, учат детей. Но они не граждане и никогда ими не станут. Получить гражданство Кувейта практически невозможно. Теоретически есть сложные пути, например, брак с гражданином или гражданкой. Но на практике экспат может жить в Кувейте десятилетиями и так и остаться чужим. Гражданство стран Персидского залива – это не паспорт, это пропуск в закрытый клуб, где раздают нефтяные деньги. И вот все это только для своих. Итак, допустим, вы гражданин Кувейта. Что это значит? Это значит, что образование для вас бесплатное. Хотите учиться за границей – пожалуйста. Государство оплатит перелет, обучение и будет ежемесячно переводить вам стипендию в размере $2000. Медицина тоже бесплатная. Если в Кувейте вас не могут вылечить, государство отправит вас в любую клинику мира. Оплатит лечение, оплатит перелет и проживание сопровождающих родственников. А представьте, что вы вдруг женитесь, тогда государство сделает вам свадебный подарок, примерно $20 000, из которых безвозмездный грант составляет $6500, а остальная сумма выдается как беспроцентная. С учетом того, что вы бы в любом случае потратились на свадьбу, $6500 безвозмездно звучит заманчиво. Хотите дом? Земля для граждан стоит копейки. Государство выдает жилищный кредит до $220 000 под 0%. И вы не ослышались, целый 0%. Потому что Коран запрещает делать деньги на деньгах, давать в долг под процент. Этих денег обычно хватает на дом с несколькими комнатами и всеми удобствами. А через несколько лет часть кредита могут просто простить, списать, как будто его и не было. У вас родился ребенок, скорее получите пособие до $160 в месяц на каждого ребенка. И это не до школы, не до совершеннолетия, а до тех пор, пока ребенок не устроится на работу. Вы женщина и вы развелись. До $1800 в месяц, пока не найдете работу. Недавно правительство пошло еще дальше. Незамужним женщинам старше 30, потерявшим отца, тоже назначили ежемесячное пособие в $1800. Пенсия составляет до 80% от последней зарплаты, и выйти на нее можно уже в 55 лет. В стране, где средняя продолжительность жизни под 80, это означает четверть века оплаченного отдыха.
Зарплаты в госсекторе начинаются от $1800, и, судя по всему, это здесь какой-то минимум для работников. Средняя же зарплата составляет около 5000. Врачи и инженеры получают 6-7 тысяч и выше. И это важно, потому что в госсекторе работают 3/4 всех кувейтцев. Когда отработаете госслужащим достаточный стаж, при уходе получите разовую выплату в размере 18 заработных плат. Это законодательный максимум, но до него добираются многие. Пособие по безработице 60% от зарплаты и длится до полугода. Но это касается только частного и нефтяного секторов. Госслужащим оно не нужно. Их и так практически невозможно уволить. Если у вас степень магистра, надбавка $650 в месяц, докторская 1300, просто за то, что у вас есть диплом. Не за конкретную работу, не за результат как таковой, а за факт образования. И в среднем каждый кувейтец к своей зарплате получает еще около половины в виде различных бонусов и надбавок. За жилье, за детей, за семейное положение, за дороговизну жизни. Все это отдельные выплаты, которые начисляются автоматически. А налогов при этом нет. Ни подоходного, ни НДС. Даже для иностранцев. Лишь таможенная пошлина на импорт – 5%. Планы ввести НДС откладываются уже который год, и раньше 2028 года его точно не введут. Вообще, после войны в заливе правительство простило гражданам почти все потребительские долги, а в честь 50-летия независимости каждому кувейтцу раздали по $3500, после чего 13 месяцев подряд все желающие бесплатно получали продукты первой необходимости – рис, масло, курицу. Оплату за жилищно-коммунальные услуги и вовсе отменили. При этом парламент принял закон о выкупе кредитов и списании процентов. Хотелось бы еще особенно отметить, что зарплата опытного врача здесь или руководителя в медицине может достигать $15 тысяч. И это важный момент. Местные жители, как правило, занимают руководящие должности. Рядовую же работу делают те самые 70% экспатов. И вот тут настало время поговорить про касту обслуживания. Именно здесь золотая картинка начинает трескаться. На каждого гражданина Кувейта приходится больше 2 экспатов, а на каждую вторую семью свой личный домашний работник. И это чистая статистика. Зайдите на рынок или в торговый центр, и вы увидите, как за хозяевами идут люди, которые везут тележки, складывают покупки и несут пакеты. Средняя зарплата гастарбайтера около $1000. Сравните с 15 тысячами врача-кувейтца. Или с теми бонусами, надбавками и списанными кредитами, которые получают граждане. Гастарбайтер живет в том же городе, дышит тем же раскаленным воздухом, строит те же небоскребы, но он в другой вселенной. Получить гражданство он не может, социальные бонусы не для него. Бесплатное образование, медицина, жилье, свадебные подарки, пенсии, стипендии – все это только для 1,5 миллиона избранных. При этом, вот парадокс, стоимость жизни в Кувейте ниже, чем в соседних Катаре и ОАЭ, а зарплаты сопоставимые. Поэтому в пересчете на покупательную способность гастарбайтер в Кувейте может оказаться в лучшем положении. Люди знают, что будут людьми второго сорта, но $1000 в Кувейте – это больше, чем то, что они заработают дома. Так устроена эта система, она выгодна обеим сторонам, но одна сторона получает золото, а другая – лишь крошки с золотого стола. По закону все компании, работающие в Кувейте, обязаны нанимать определенный процент местных сотрудников и платить им высокую зарплату. Такая же практика существует в Саудовской Аравии, Омане и Бахрейне. Но вот как это работает на практике. Это явление настолько массовое, что для него придумали термин «фантомные сотрудники». Кувейтцы оформляют на работу с высокой зарплатой, а фактически работают за него экспаты за копейки. Уволить такого сотрудника компания не может, закон на его стороне. Это не баг системы, это ее фича. Система построена так, чтобы гражданин получал деньги, а работу делал кто-то другой. Если вам кажется, что при всем этом граждане Кувейта живут в абсолютной свободе, то это неправда. Их клетка просто золотая. Конституция Кувейта описывает эмира как неприкосновенного, а Уголовный кодекс приводит это в конкретные сроки. До 5 лет тюрьмы за публичную критику правителя. В 2015 году приняли еще и закон о киберпреступлениях, который отдельно криминализирует оскорбление эмира в интернете. И это не какая-то пугалка, а исправно работающий механизм.
Учительница Худа Аль-Аджми написала в соцсети нелестные слова об эмире Сабахе Аль-Ахмеде Аль-Сабахе. 11 лет тюрьмы, 5 за оскорбление эмира, 5 за подстрекательство к перевороту, 1 за неправомерное использование телефона. Журналист Аят Аль-Харби вел в соцсети критику правительства и коррупции, получил 2 года. Блогер Бадр Аль-Рашиди получил 5 лет принудительных работ. Он утверждал, что его аккаунт взломали, ведь сообщения продолжали появляться и после его ареста. Суд это не убедило. В 2016-м 13 человек, включая членов королевской семьи, предстали перед судом за высказывания в групповом чате. Суд признал, что групповой чат – это публичное пространство. 6 получили сроки, 3 по 5 лет. Среди осужденных – бывший глава службы безопасности, племянник эмира. Кувейт активно борется с критикой руководства в соцсетях. И это не что-то серьезное, это просто мнение. Вы можете иметь дом за миллион, стипендию, бесплатную медицину в любой стране мира, но вы не можете сказать, что вам не нравится, как правит эмир. Стоит понимать, Кувейт – это монархия. Исторически власть в стране чередовалась между 2 ветвями правящей семьи Аль-Сабах, хотя сегодня эта система уже не действует строго. У Кувейта был парламент, один из старейших в регионе. Но в 2024 году эмир распустил его и приостановил действие ряда конституционных статей на срок до 4 лет. Женщины получили право голосовать только в 2005 году, последними среди стран залива. Справедливости ради хочется сказать, что при таком-то уровне жизни его и правда не за что критиковать. При этом в повседневной жизни Кувейт парадоксально либерален для региона. Кувейтские женщины реже всех в странах залива носят хиджаб на публике. Некоторые ограничиваются покрытием волос, а формальных ограничений в одежде для женщин нет. Кувейт известен своими моделями и одними из самых популярных мыльных опер в арабском мире. В плане религии Кувейт тоже относительно открыт. Здесь есть церкви, шииты составляют до 30% населения, индуисты и буддисты свободно исповедуют свою веру. Но политическая свобода – совсем другая история. 3 главных запрета в Кувейте – алкоголь, запрещенные вещества и критика власти. Алкоголь не продается вообще, ни в магазинах, ни в отелях, ни в ресторанах. Даже в 5-звездочных гостиницах вам предложат безалкогольные напитки. Попробуйте провести на границе – получите до 10 лет тюрьмы. И в этом же ряду стоит критика власти. Формально наказание мягче, но сам факт, что за мнение в соцсетях можно сесть на 5 лет, ставит свободу слова в один ряд с контрабандой. Но откуда вообще взялся Кувейт? В середине 19 века Кувейт был небольшим независимым шейхством, сосредоточенным вокруг одного города – города Кувейт. Границы были размытыми, определенными чисто условно. Но при этом Кувейт был оживленным портом и центром жемчужного промысла, через который шли товары со всего мира. Именно торговля и жемчуг делали его богатым. Богатство привлекало внимание. С одной стороны Османская империя, с другой Эмират Неджд, который позже станет Саудовской Аравией. Обе силы хотели контроль над портом. Кувейтцы балансировали между ними, нередко платя дань в обмен на сохранение независимости. В 1899 году шейх Кувейта сделал ставку и заключил соглашение с Великобританией. Кувейт становился британским протекторатом. Взамен Британия получала эксклюзивный контроль над внешней политикой Кувейта. Шейх рассчитывал, что договор обеспечит долгосрочную независимость. Но Британию интересовал не столько Кувейт, сколько недопущение контроля над ним со стороны Франции, России и Германии. И Британия решила договариваться с Османской империей. В 1913 году было подготовлено соглашение, по которому Кувейт признавался автономным районом Османской империи, формально под властью султана, но с сохранением британского влияния. Кувейцев, разумеется, никто не спросил. Впрочем, конвенция так и не вступила в силу. Кувейт спасла Первая мировая война. Османская империя рухнула, и угроза с этой стороны исчезла. Но появилась новая – Неджд на юге. Будущая Саудовская Аравия стремительно завоевывала полуостров и хотела включить Кувейт в состав нового королевства.
В 19 и 20 годах были предприняты несколько попыток завоевания. Когда конфликт обострился, вмешалась Британия, но не ради Кувейта, а ради своих интересов. В итоге Кувейт потерял более 2/3 своей территории в пользу Саудовской Аравии. Зато он смог остаться на карте. С севера давил новый Ирак. Многие иракцы считали независимость Кувейта искусственной, результатом иностранного вмешательства. Десятилетиями в обеих странах росло движение за объединение. Кувейтские правители сажали в тюрьму тех, кто выступал за слияние с Ираком. Пока Кувейт оставался под британским зонтиком, Ирак его не трогал. В 1961 году Британия ушла. Кувейт провозгласил независимость. К этому моменту нефть уже сделала его одной из богатейших стран региона, а в 1975-м нефтяная отрасль была национализирована. Это была богатая страна, окруженная другими крупными нефтяными государствами, из-за чего напряженность была неизбежна. Ирак под руководством Саддама Хусейна накопил огромные долги во время войны с Ираном. Иракское руководство считало, что эта война велась в интересах всего арабского мира, а значит, весь арабский мир теперь в долгу перед Ираком. Кувейт с этим не согласился. Более того, превышал квоты ОПЕК по добыче нефти, что обрушило цены и лишало Ирак жизненно важных доходов. Ирак обвинил Кувейт в краже нефти через наклонное бурение на спорном месторождении, а потом взял и вторгся. 35 лет назад эту страну нещадно выжигал сосед. Ирак формально аннексировал Кувейт. Отступая, иракская армия подожгла более 700 нефтяных скважин. Эти кадры обошли весь мир. На севере страны до сих пор можно увидеть следы той войны. Международная реакция была жесткой. Коалиция во главе с Соединенными Штатами вошла и вытеснила иракские войска. Независимость Кувейта была восстановлена. После этого новых попыток аннексии уже не было. Кувейт быстро вернулся к процветанию, но память осталась. Именно поэтому до сих пор внешнеполитически Кувейт благосклонен к Соединенным Штатам и Великобритании. Исторические связи со времен протектората плюс американцы вернули им страну. Хотя, по словам самих кувейтцев, главным другом они считают Саудовскую Аравию. Несмотря на непростую историю, современные связи между двумя народами крепки. Кстати, мы уже знаем, до нефтяной эпохи Кувейт был известен совсем другим богатством – жемчугом. Дикие устрицы в водах Персидского залива давали жемчуг, который ценился по всему миру. Но в 20-е годы прошлого века японцы наладили массовое производство культивированного жемчуга, и спрос на натуральный жемчуг рухнул. Затем еще и ударила Великая депрессия, мировой экономический кризис, начавшийся с биржевого краха в Соединенных Штатах. Кувейт стремительно беднел. А потом, в 1938 году, нашли нефть. И вся история страны, от жемчуга до нефти, это история зависимости от одного единственного ресурса. Сначала были устрицы, потом черное золото. Первых вычерпали, второе когда-нибудь тоже закончится. Но пока черное золото течет, Кувейт живет так, как почти никто не живет на нашей планете. Бензин в Кувейте стоит 34 цента за литр, дешевле бутылки воды. Это одна из самых низких цен на топливо в мире. Электричество 4,5 цента за киловатт-час, причем коммуналку фактически оплачивает государство. В стране нет ни одной реки и ни одного озера. Их просто не существует. Кувейт стал первым государством в мире, которое в 50-х годах сделало опреснение морской воды основным источником питьевой воды. Все, что сейчас пьют люди, это бывшее море. А знаменитые Kuwait Towers, символ страны, который печатают на открытках, это по сути водонапорные башни. В верхней сфере главной башни вращающаяся обзорная площадка с рестораном, которая делает полный оборот каждые 30 минут. Можно сидеть пить кофе и любоваться округой. Продажи эксклюзивных автомобилей здесь зашкаливают. В ювелирных лавках продают массивные золотые пояса от $10 тысяч. Кольца с крупными бриллиантами лежат в витринах так же обыденно, как в других странах лежит бижутерия. А на побережье растет Сабах Аль-Ахмед Си-Сити, экологичная альтернатива дубайским искусственным островам, где вместо насыпного грунта используют каналы с естественными приливными воротами, через которые море само заходит, не разрушая экосистему. Сегодня в Кувейте стремительно растут небоскребы. Башня Аль-Хамра – культурный центр имени Джабера Аль-Ахмада, стадионы, моллы. Через залив протянулся мост шейха Джабера,
48 километров, 4-й по длине морской мост в мире. Он соединил столицу с северной частью страны и сократил дорогу с 1,5 часов до 20 минут. А еще в Кувейте можно увидеть роботизированные верблюжьи бега. Раньше жокеями были дети, маленькие и легкие. После принятия закона о защите детей их заменили на дистанционно управляемых роботов. Владельцы верблюдов теперь едут рядом на джипах и управляют жокеями с пульта. Давайте подведем итог. Что мы имеем? 1,5 миллиона человек, которым повезло родиться в нужном месте. Они получают бесплатное жилье, образование, медицину, стипендии, пособия, надбавки, списанные кредиты и свадебные подарки. Они не платят налоги, они не работают на низких должностях. Они живут в климатизированных домах посреди пустыни, пьют опресненную воду и ездят на дорогих машинах. Среди них живет почти 4 миллиона человек, которым повезло меньше. Они делают всю работу. Строят, лечат, учат, убирают, готовят, носят. Они получают $1000 и никогда не станут гражданами. Они – функция, необходимая, но чужая. И все 5 миллионов живут в стране, где нельзя критиковать власть, где за виртуальное сообщение в социальной сети дают вполне реальный срок, где алкоголь стоит в одном ряду с инакомыслием. Кувейт – это не просто богатая страна, это модель. Одна из первых стран Персидского залива, которая начала строить систему управления быстро богатеющим нефтяным государством в 20 веке. И эта модель показала – можно купить лояльность. Можно раздать достаточно денег, чтобы люди не задавали вопросов. Можно построить общество, где каждый гражданин привилегированный, каждый приезжий – обслуга, а каждый несогласный – преступник. И пока нефть течет, эта система работает безупречно. Вопрос в том, что будет, когда она закончится. И если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, хотели бы вы жить в Кувейте как гражданин, со всеми его плюсами и минусами.